Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – Древний Рим – самая прогрессивная империя своего времени. 5 фактов «за». Глядя на Римскую империю, иногда ловишь себя на мысли, что все уже когда-то было. И проверки пожарной службы, и социальная еда, и бесплатные развлечения со спонсорством, и многоквартирные дома с жильем под аренду, и многое другое. Давайте вкратце рассмотрим некоторые факты в пользу Рима как самой продвинутой империи древности. Итак, факт номер 1 – бесплатная еда и развлечения. Население Рима стремительно росло уже в первые годы существования Римской империи. Зажиточные землевладельцы активно скупали загородные сельхозугодья, вынуждая более мелких фермеров уходить со своих земель. Крупный бизнес вытесняет мелкий. Все как сейчас. В итоге в столицу стекалось огромное количество обедневших людей в поисках работы и пропитания. В 123 году до нашей эры впервые был принят закон о раздаче зерна самым бедным римлянам, согласно которому раз в месяц им предлагалось приобрести товар за полцены. Подобная практика просуществовала 6 столетий, прежде чем была пересмотрена Юлием Цезарем. Теперь самые бедные граждане могли получать зерно абсолютно бесплатно, но для этого нужно было попасть в специальные списки. Получателей проверяли на уровень бедности и строго вели учет их количества. Позднее зерно заменили на готовый хлеб, добавились свиное мясо, соль и масло, то есть был сформирован своеобразный социальный пакет для бедных. Понятно, что нормы и условия раздач менялись от правителя к правителю, но сам факт, они были и просуществовали вплоть до распада империи. Теперь про бесплатные развлечения. Для современного человека абсолютно нормально покупать билет для похода в театр, на стадион или в музей. Смотрим, что было в Римской империи. Театральные представления, гладиаторские бои или соревнования колесниц спонсировались богатыми амбициозными политиками, которые таким образом обеспечивали себе популярность и поддержку общества. В обмен на услуги спонсоров последним предоставляли возможность определять участь гладиаторов, решая жить проигравшему или умереть. Кроме этого, в перерывах между выступлениями патроны могли провозглашать речи перед народом или от их имени говорили их ставленники. Любой человек, независимо от его благосостояния, имел возможность абсолютно бесплатно посетить любое зрелищное шоу. Факт номер 2. Социальное жилье. Строительный бум социального жилья в виде городских многоэтажек отмечается в Риме еще в 63 году до нашей эры. Цицерон писал, что Рим поднялся кверху и повис в воздухе. Строительство инсул на месте особняков было настолько активным, что ко времени падения республики в городе уже преобладали многоэтажные дома. Строились они либо частными землевладельцами, либо правительством. Как правило, подобные строения имели 4-5 этажей. Инсулы в каком-то смысле можно сравнивать с современными многоэтажками, но, конечно, они были менее комфортные. Не было водоснабжения, канализации и прочих удобств. В остальном, нижний этаж был занят торговыми лавками и мастерскими, а выше расположены квартиры или комнаты для аренды. А теперь внимание! В квартирах богатых жильцов уже в Древнем Риме проводились индивидуальные перепланировки. Объединялись комнаты, увеличивалась площадь за счет второго этажа, и этому есть подтверждение в виде раскопок. Факт номер 3. Бесплатная вода, общественные туалеты и бани. В Древнем Риме повсеместно в городах можно было встретить фонтанчики с чистой питьевой водой. Как и сегодня, вода была абсолютно бесплатной. Благодаря системе акведуков вода поступала к фонтанам, баням, питьевым фонтанчикам, туалетам и частным домам. Этому уделялось особое внимание. К III веку нашей эры в Риме было 11 акведуков, что позволило очень щедро снабжать водой более 1 миллиона человек. Общественные туалеты. Конечно, римские туалеты были далеки от сегодняшних стандартов. Они представляли собой дырки в скамьях и полное отсутствие каких-либо перегородок. Общественные туалеты в Древнем Риме посещали представители среднего класса. Бедным они были не по карману и были местом, где и нужду можно было справить, и узнать о городских новостях, сидя на лавке и болтая с незнакомцем. Про гигиену. Вместо привычной нам туалетной бумаги посетители римских уборных подтирались губкой на палочке,
Споласкивали ее в специальном желобе, куда поступала вода. Губку выкидывали, а палочку оставляли для следующего посетителя. Благо, с чистой водой в туалетах проблем не было. Общественные бани или термы занимали особое место в городской жизни Древнего Рима. У многих не было возможности помыться дома, поэтому посещение бани было частым ритуалом. В основном они были бесплатными, либо взималась совсем небольшая плата. Римские бани представляли собой целый комплекс помещений и назывались термы. Здесь были раздевалки и залы различного предназначения. Посетители имели возможность не только помыться, но и поплавать в бассейне, посетить массажный кабинет, попариться в залах с разной температурой. А в термах побогаче присутствовали также библиотеки, залы для пиров и различных собраний. Это было излюбленное место досуга и встречи горожан. Жизнь здесь всегда кипела. Справедливости ради стоит отметить, что общественные бани не отличались особой чистотой, поэтому зажиточные граждане предпочитали обзаводиться частными. Факт номер 4. Медицинское обслуживание. В далеком 36 году до нашей эры римский ученый и писатель Марк Теренций Варон высказал мнение, что очень рискованно жить рядом с болотами, поскольку существует риск, что в организм человека проникнут невидимые глазу мелкие существа, вызывающие опасные заболевания. И хоть его теория о мелких существах была новаторской, большинство римлян все же верили не столько в божественные, сколько в естественные причины болезней и понимали важность гигиены, чистой воды, свежего воздуха и хорошей физической формы. В то время за пределами Римской империи забота о собственном здоровье была личным делом каждого. Лечиться у врача могли только очень зажиточные люди. Для большинства же было доступно только пресловутое самолечение в условиях полного незнания. Все изменилось в Древнем Риме, где на средства Сената была отстроена первая больница. Речь идет о 293 году до нашей эры, и находилась она на острове Тибр. И хотя даже в Римской империи лечебных учреждений было не так много, они были доступны для каждого гражданина. Их возводили на государственные деньги, нередко средства на это благое дело выделял местный магистрат. Затраты, связанные с эксплуатацией лечебниц, субсидировали за счет пожертвований пациентов или благотворителей. Были и доктора, ведущие собственную практику, многим из которых правительство начисляло заработную плату. Частные врачи взимали плату с пациентов, исходя из их платежеспособности. Лечение не было совершенно бесплатным, хотя с наиболее бедных людей взималась минимальная сумма. Факт номер 5. Пожарная служба и полиция Древнего Рима. Если вы думаете, что полиция, расследования, патрули, подавление бунтов и проверки пожарной службы – это современные реалии, спешу вас разочаровать. В Древнем Риме все это уже было. Аналогом современной полиции было специальное подразделение армии – городские когорты. Изначально они работали только в Риме, со временем в пригородах и других крупных городах империи. Работы у древнеримской полиции было хоть отбавляй. Надо было следить за общественным порядком в городе, ловить преступников, подавлять бунты рабов и так далее. Неудивительно, что структура и работа этого подразделения были хорошо отлажены. Кстати, статус полицейских был выше, чем солдатов в армии. Они получали больше зарплату и льгот. Пожарная служба Древнего Рима выросла из ночной городской стражи, и назывались пожарные вигилы. Какие существовали подразделения пожарной службы, как они работали и чем занимался префект вигилов, вы можете посмотреть в моем отдельном видео на эту тему. Смотрите плейлист «История Древнего Рима». Конечно, это далеко не все факты, и мы прошлись по верхам. Но согласитесь, уже этого достаточно, чтобы отметить. Римская империя занимает совершенно особое место в мировой истории и по праву считается самой продвинутой империей своего времени. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и до новых встреч!